Литовская элита и так не очень любила жить на родине, предпочитая Европу. А теперь она и вовсе готова бежать из страны, так как муссируются слухи, что после зимней Олимпиады в конце февраля в так называемом Сувалском коридоре, а может и по всей Литве, станет очень жарко. Называют это по-разному. Есть те, кто тупо уверен, что русские идут. Но есть и такие, что предполагают на 65 километрах границы между Польшей и Литвой провокацию, осуществленную силами европейцев, либо израильтян, либо и тех, и других вместе, хотя прямых и явных доказательств этого нет. Разве что Урсула фон дер Ляйен недавно заявила, что Европа – это ценности Талмуда, что вызвало широкий резонанс. Глава Еврокомиссии вещала про важность европейских концепций, личной ответственности для европейской идентичности, но ее высказывание спровоцировало острую дискуссию совсем другого плана. Все сразу подумали про заговор, теория которого, как известно, бессмертна. Да, выступала она в Израиле. Чего не скажешь в гостях, чтобы сделать хозяевам приятно. Но, с другой стороны, основания для опасения есть, поскольку только в одной Литве во время Второй мировой войны было вырезано 200 тысяч евреев. И не все в Европе об этом забыли. Сейчас на юге Литвы, близ Польши с Белоруссией, живет гораздо меньше народа. Вряд ли 1100 наберется. Но в Лаздияйском районе, рядом с Сувалским коридором, хотят организовать полигон бригадного уровня для армии Литвы, сообщил советник президента по национальной безопасности Дейвидас Матулионис. Очень удобно. В основном здесь пустоши, леса и редкие небогатые, хотя и опрятные хутора. Пейзаж не провоцирует алармистские фобии. Политолог, профессор и декан факультета социальных наук Финансового университета Александр Шатилов напомнил, что не только в Литве, но и в других странах Европы не редкость панические настроения. Вплоть до того, что предполагают строить убежище на случай ядерной войны. Другие покупают себе особняки в странах третьего мира, чтобы в них отсидеться на случай гипотетической Третьей мировой. Что касается Литвы, то это страна без молодежи, которая в основном разъехалась по миру. Отсюда эмигрировало за 30 лет до 1 миллиона человек. Остались люди возрастные, доживающие свой век. Есть, конечно, определенная часть элиты, сумевшая погреть руки на независимости, так сказать. Но в среднем экономика Литвы очень просела в постсоветский период. Это теперь просто транзитная зона, и то с очень сомнительным будущим. Для элиты Литвы очень характерна излишняя доверчивость к слухам, определенная нервозность, порождаемая абсолютно необоснованной иррациональной задиристостью литовских политиков, в отличие от населения, которое более сбалансировано. В случае чего политиканы, конечно, ответку получат. Другое дело, когда это будет и будет ли вообще. Но опасения у них имеются. Готовят пути отступления. Однако в реальности никто сейчас не способен дать точного прогноза, что обострение отношений между Россией и Западом закончится именно глобальной катастрофой. Просто, как обычно, у страха глаза велики, предполагает эксперт. Однако богачи, способные купить недвижимость в Европе или США, это люди информированные или считающие себя таковыми. Среди литовской элиты имеются даже такие, чье состояние превышает 1 миллиард евро. Не так давно к миллиардерам приписывали, например, Гедеминаса Жемелиса, предоставляющего авиационные услуги. Миндаугас Райл – инвестор, Нериус Нум – занимается торговлей, Томас Окманас и Эйманатас Сабаляускас – партнеры в сфере по кибербезопасности, Дариус Моцкус – разносторонний предприниматель. Есть среди них люди и с русскими фамилиями типа Владимира Романова. Но даже если они никакие не миллиардеры, а просто миллионеры, то эти и им подобные могут предположить, что в Сувалском коридоре хотят уничтожить сотню людей в российской униформе, пытаясь этим спровоцировать Владимира Путина на что-то необдуманное. Он на эту провокацию, как предполагается, поведется. Запад тут же заявит, что виноваты русские. И уже не важно, что там было на самом деле. Очередная провокация якобы замышляется сразу после Олимпиады, а не во время, как это сделал пожиратель галстуков Саакашвили в 2008 году, напав на Южную Осетию. Европейцы хотят взять реванш, сделать ответный ход после начала спецоперации на Украине. А пока вся верхушка Литвы сидит на чемоданах, готовая к масштабному драпу, и в северо-восточной Польше, скорее всего, то же самое, поскольку Сувалки – это польский город. Литовские товарищи, миллионеры, которые уже совсем не товарищи и даже не совсем литовские,
По большей части уже американские и родственники их тоже надеются, что в последний момент американское посольство, как обычно, соберет всех такого рода американцев, в том числе и родителей миллионеров, и вывезет в безопасное место за океан. Может, кто-то и упадет, как это бывало во Вьетнаме и Афганистане, сорвавшись с колеса. Некоторые из природных литовцев получили швейцарское гражданство. У кого-то давно в Испании подготовлено все, что нужно для удобной жизни. То есть места для эвакуации из Прибалтики нескольких сотен самых демократичных литовцев уже имеется. Остальным советуют после 26 февраля быть бдительными, смотреть по сторонам, держать нос по ветру. Но лучше, конечно, быстро куда-нибудь валить. И на самом деле все это может действительно ожидать Прибалтику. И, конечно, как бы смех смехом, но в свою очередь нужно сказать, что когда-то мы думали, что и с Украиной ничего не будет. И не верили до самого последнего дня. То же самое с Прибалтикой. В принципе, зачем сейчас Европе жалеть Прибалтику? Как транзитер, но прибалтийские страны уже так себе выглядят, поскольку они сами закрыли с Россией все ворота, все переходы, все погранзаставы, все остальное. То есть, в целом можно теперь пожертвовать и Прибалтикой ради того, чтобы все-таки попытаться победить Россию. Потому что если это начнется, допустим, сейчас, во время того, как идет СВО, то нам, скажем так, будет, мягко говоря, тяжеловато. Ну а провокацию устроить, вы же сами прекрасно понимаете, это не займет очень много времени, и доказывать никому ничего не нужно будет. Как мы все знаем, если что-то где-то произошло, особенно на Западе, то обязательно виноваты русские агенты, русские следы, там все, что можно будет найти или подложить, будет, естественно, российским. Я предполагаю, что это может быть даже провокация с участием наших либо ракет, либо дронов, поскольку на Украине сейчас, опять же, как я уже говорил, очень много избитых и разрушенных, уничтоженных ПВО, и просто те, которые в цель попали, остатков наших дронов. Поэтому никому никакого дела потом не будет. Разбираться будут после, лет через 30-40, когда скажут, на самом деле это все было вранье. Только уже будет поздно. Помните, как с пробирочкой Пауэлл в ООН выступал? А потом оказалось, что это все брехня полнейшая. Но сам факт-то уже был. И все последствия мы с вами прекрасно знаем. Так что здесь могут попытаться провести то же самое. Посмотрим. Время, как говорится, покажет. Осталось совсем недолго. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и обязательно оставляйте свои комментарии.